Друзья, всех приветствую! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Я Ольга Буганова, город Москва. Почему я говорю это? Потому что многие спрашивают, как вам попасть на обучение, где вы находитесь. Я нахожусь в городе Москва, станция метро Автозаводская. Адрес уже после, сразу не говорю, потому что мало ли что. Что хочу сказать, что если у вас нет возможности прийти к нам на очное обучение, вы можете приобрести наши видеоуроки. Пишите нам на сайте, оставляйте свои заявки, я вам лично буду отвечать. Сейчас я хочу показать антицеллюлитный массаж со средством, которое мы сами сегодня изготовим. Очень многие спрашивают, как делать антицеллюлитный массаж, по каким лучше кремам, по каким эфирным маслам. На самом деле смысла по каким-то эфирным маслам делать... Ну, может быть, он минимален, если это хорошие эфирные масла, если они очень дорогие, если они качественные, если они натуральные. Натуральное масло стоит очень дорого, около 2000, такой вот маленький тюбик. И тогда уже актуально добавлять какое-то эфирное масло лимона или апельсина в базовое жирное масло массажное. Очень важно тоже в массаже антицеллюлитном либо разогрев, либо охлаждение. Тем самым мы будем добиваться антицеллюлитного эффекта и усиливать воздействие наших рук, банки, палок, чего угодно, камней, смотря чем мы будем выполнять антицеллюлитные методики. Охлаждение будет вызывать у нас, естественно, усиление тока лимфы, уменьшение отека. Жировая ткань у нас, адипоцит, состоит на 80% из воды, поэтому это будет очень важно. И разогрев будет, естественно, активизировать процессы метаболизма, ускорять дыхание клетки, выделение ее. Естественно, она будет быстрее и быстрее работать и затрачивать тот энергетический потенциал, который она уже накопила. При обезболивающем массаже тоже у нас раньше был крем Стикс. При антицеллюлитном я также его использовала. Сейчас у нас новая методика, которую вы можете, в принципе, средства купить в аптеке. Ментол отдельно не продается, но есть такое средство Миновазин, в котором этого ментола очень много. Также мы можем нанести уже без гепариновой мази, просто наносим Миновазин, он будет охлаждать небольшое количество Миновазина и обезболивать. То есть можем делать антицеллюлитный массаж даже в первый раз достаточно сильно. И наносим небольшое количество камфорного масла. Здесь содержится активная молекула кислорода, которая тоже будет влиять на рецепторы и обезболивать. Ментол будет охлаждать, камфорное масло будет разогревать. Вот этот как раз эффект будет вызывать нужное сосудистое определенное такое действие. Сначала будет у нас охлаждение, и потом будет разогрев, как в геле жар-холод в Стиксе. То же самое. Нанесли масло, ну еще Миновазина немножко нанесу. В составе всей в основном косметики Стикс, я смотрела, Аромадерм она называется, почти во всех средствах ментол и почти во всех средствах камфора. Еще где-то есть никотиновая кислота. Уже идет гиперемия, даже без сильного какого-то воздействия. Есть охлаждение, да? Да. Масла достаточно много. Можно вообще воспользоваться банкой. Я думаю, Алина, ты не против? О, это будет больно. Послабее сделаем. И вместе с ручным массажем. Послабее, да, чуть-чуть? Мы выполняем методику вакуумного массажа. На самом деле это очень
правильно. Почему? Потому что банкой ощущения могут быть резкие, болезненные. Клиент может быть не адаптирован к вакуумному массажу. А здесь мы проводим банкой и вслед за банкой проводим, естественно, рукой, как бы заглаживаем вот эти острые болезненные ощущения. На внутренней стороне также можно. Вот она убежала. Чувствительно? Да. А если ногу немного в сторону? Так, вот так, отлично. Но разогревается очень хорошо. Камфорное масло очень хорошо разогревает. Вот откуда такой эффект в креме Stix. Охлаждение плюс разогрев. Потому что в его составе камфора, ментол и никотиновая кислота. Есть всяческие остальные там разные экстракты, но они по сути не являются настолько активными ингредиентами, насколько активны ментол, камфора и никотиновая кислота. Горячая, да, прям нога? В принципе, можно то же самое камфорное масло смешать с миновазином, налить в какой-нибудь дозатор и пользоваться уже более удобно, чем в руке смешивать каждый раз. Это не очень удобно. Ножку ровно. Да, прям горячая-горячая, как будто прошли только что горячими камнями, да? Ты чувствуешь? Теперь вы можете все, друзья, делать собственными руками тот крем Stix, о котором вы очень много и часто спрашиваете, который вызывает такую активную гиперемию. Можно еще добавить сюда гепариновую мазь. Там содержится определенная форма никотиновой кислоты, которая также будет усиливать поверхностное кровообращение. Никотинка, которая идет в ампулах, она не подойдет. Ее нужно очень много, и она такого эффекта не будет оказывать, потому что там определенная тоже ее формула, которая будет работать, естественно, только при инъекциях. На поверхности она работает очень слабо и очень плохо. Поэтому гепариновая мазь – то, что надо. Друзья, оцените нашего оператора Михаила. Кто захочет воспользоваться его услугами, пишите нам, обращайтесь. Пока он берет не так много, потому что он недавно занимается этой деятельностью. Но все оборудование профессиональное, камера профессиональная. Надеюсь, вы оцените, как поменялось наше видео в лучшую сторону. Поставите нам лайк и оставите заявку на съемку у Михаила. Друзья, до новых встреч. Пока!